Друзья, канал Trax TV снова приветствует вас, и мы продолжаем вещать с автобусной выставки Bus World 2022, проходящей в Стамбуле. И несмотря на то, что из-за пандемии последние 2 года оффлайновые мероприятия такого масштаба практически не проводились, тем не менее европейских производителей здесь практически не наблюдается. Но тем не менее автобусный рынок Турции богат и без представителей Западной и Восточной Европы, потому что Турция, в принципе, автобусная страна. Здесь огромное количество автобусных производителей. Плюс здесь очень развит туризм, поэтому недостатка в разнообразии автобусов здесь не наблюдается. И сегодня я хочу вам рассказать вот об этом интересном автобусике или о долмуши, как их здесь называют, то есть о маршрутках, которые широко представлены в Турции. Нет, не эта машина, нет. Но вот этот электробусик сделан на базе вполне себе серийного Autocar Centro, который комплектуется дизельным двигателем Cummins, 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо автоматом. И, в принципе, эти автобусы в Турции довольно известны и часто встречаются. В принципе, Autocar — это один из крупнейших производителей в Турции, но эта машина построена для Европы в первую очередь. Конечно же, это модель e-Centro. Этот автобусик может проходить на одной зарядке более 200 километров. Мощность этого мотора, который приводит в движение задние колеса, порядка 200 киловатт. В целом здесь может быть 2 варианта батареи. Батареи здесь литий-ионные на 70 киловатт, либо на 110 киловатт. Ну и, как заявляет производитель, полная зарядка от мощной специальной зарядной станции занимает около 2 часов. Ну, на самом деле, вполне себе терпимое время. И если рассматривать эту машинку с точки зрения дизайна, друзья, вот из всех электробусов, которые представлены конкретно на этой выставке, эта машина мне нравится, пожалуй, больше остальных. Такой мультяшный в стиле аниме дизайн. Вот эти ободки светодиодных ходовых огней, плюс линзованный ближний и дальний свет фар, выполнены в, скажем так, модном последние несколько лет в стиле сот. То есть вот эти отверстия выполнены в стиле сот. И в целом во внешнем облике прослеживается футуристичность этого концепта. Конечно же, не в последнюю очередь это подчеркивается при помощи зеркал заднего вида, замененных на камеры. То есть у нас внутри в салоне у водителя подвешены на стоечках дисплеи, на которых, собственно, отображается картинка с камер по левому борту и по правому борту этого автобусика. Что интересно, во многих электробусах батареи располагаются на крыше, или если это версия на сжатом метане, то тоже баллоны, как правило, находятся на крыше, но в данном случае Autocar сделал такое решение и разместил литий-ионные аккумуляторы в полу, и поэтому на крыше у нас только система охлаждения, ну как охлаждение, кондиционирования, конечно же. Система кондиционирования тоже приводится при помощи электродвигателя, ну и система отопления здесь тоже электрическая, то есть здесь нет привычного автономного отопителя, работающего на солярке. Ну, вход в салон здесь открывает 2 сдвижные двери, и что очень интересно, вообще в турецких автобусах, вне зависимости от производителя, я обратил внимание на очень крутое качество подгонки всех деталей. И вот здесь пандус для людей маломобильных подогнано настолько четко, настолько точно, что просто удивляешься, как это можно сделать. И это очень круто, друзья.
В салоне достаточно просторно, я бы даже сказал, очень просторно. И, конечно же, так как это маршрутка, в первую очередь она заточена под перевозку стоячих пассажиров. Общая заявленная пассажировместимость 32 человека. То есть в задней части салона у нас сосредоточены сиденья, ну а здесь достаточно комфортная, просторная накопительная площадка и, конечно же, вот эти откидные стульчики, называемые стропантенами. Кроме того, здесь достаточно светло, очень классное освещение светодиодами. Ну и, конечно же, сиденье здесь в антивандальном исполнении. По количеству всевозможных принтов, рисунков, тканей, которые предлагаются для обивки салонов автобусов, Турция, наверное, впереди планеты всей. Ну, а в принципе с салоном здесь все понятно. Сзади находится ведущий мост. Здесь же находится электродвигатель, и поэтому здесь идет возвышение, но оно, в принципе, ничуть не мешает, потому что здесь у нас в основном части салона машина низкопольная. Ну а теперь давайте переместимся за рабочее место водителя, посмотрим, что в e-Centro он из себя представляет. Сейчас любая уважающая себя автобусная выставка щеголяет огромным количеством всевозможных электробусов, водоробусов, но реальность такова, что на данный момент эта тема практически ничего общего не имеет с бизнесом, то есть с получением прибыли от перевозки пассажиров. Но все-таки, как правило, средние и малые перевозчики по-прежнему сидят на классических дизельных машинах. Ну а что касается продаж автобусов Otokar, то в Россию они практически не завозились и также практически не встречаются. Правда, на Автору сейчас на продаже висят несколько подержанных машин Otokar до рук по цене около 6 миллионов рублей. Ссылочка на автобусы Otokar на Автору я, естественно, оставлю в описании. Ну а мы тем временем продолжаем рассказывать об электрическом мидибусе Otokar e-Centro. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем они полностью вытеснят дизельные машины с маршрутов. Итак, проходим за рабочее место водителя. Здесь, конечно же, оно слегка отличается от рабочего места водителя, которое имеется в дизельной версии. Как уже говорил, дизельные такие машины, такие микроавтобусы, миди-автобусы, да, они здесь эксплуатируются, а вот электрички нацелены, еще раз повторюсь, на европейский рынок. Итак, чем отличается от дизельной версии? Конечно же, чаще всего дизеля комплектуются механической коробкой передач на 6 ступеней. Здесь же у нас располагается такой блок управления, который управляет режимами электрической трансмиссии. То есть, стандартные режимы Drive, Neutral и Rear. Отличается, конечно же, полностью дисплей. Но он, в принципе, на многих производителей автобусов из Турции дисплей имеет вот такой формат. Я так понимаю, что даже один производитель у них у всех. Единственное, от бренда к бренду здесь меняется рабочий стол, оформление, дизайн, как угодно называйте. И здесь, кстати, оформление приборной панели очень сильно напоминает легковые автомобильчики марки Renault. То есть по центру у нас имеется вот такой подсвечивающий спидометр. С левой стороны располагается шкала запаса зарядки аккумулятора. С правой стороны находится что-то по типу экономайзера, вот так можно назвать. Что он делает? Он показывает, в каком режиме сейчас вы едете. То есть, если у вас зашкаливает вверх вот эта шкала, значит, двигатель работает под полной нагрузкой, и сейчас идет максимальный разряд батареи. Есть средняя шкала, она должна светиться зеленым во время движения, это эко, то есть в этом режиме достаточно экономично расходуется электроэнергия, и запас хода благодаря этому будет гораздо выше. Также здесь у нас имеется информация о напряжении батареи, и температура батареи 25 градусов. Кроме того, машина оснащена пневматической системой, потому что у нас пневматические тормоза, потому что у нас пневматические двери.
Плюс здесь пневматическая, как ни странно, подвеска, хотя это достаточно редкое явление, когда на автобусах такого класса используется полностью пневматическая подвеска всех колес. Тем не менее, она здесь есть. Ну и про шкалу не дорассказал. Конечно же, нижняя часть шкалы — это режим регенерации или рекуперации, когда на торможении или при движении накатом на спуске у нас часть кинетической энергии направляется на подзарядку аккумулятора. Ну, что касается руля, руль, конечно же, здесь скользкий. Хотелось бы иметь чуть более фрикционную баранку, и здесь нет никаких приливов, нет, скажем так, под пальцы у нас никаких отбортовок, чтобы руль не скользил в руках. Вот этого, конечно, не хватает. Ну и, собственно, по качеству пластика здесь, конечно, есть претензии. Он уже немножко царапанный. В этой части пластик, ну, видно, по обходной технологии сделан. Но все-таки это больше концепт, нежели пока рабочая машина. Да, и, кстати, по поводу камер заднего вида, чуть было не забыл рассказать. Конечно же, здесь у нас устанавливается две камеры, то есть одна камера основная и одна камера сферическая. Ну, то есть здесь привыкать не придется. Это практически как и на обычных грузовиках и автобусах, когда есть, собственно, два зеркала, основное и сферическое. Но, опять же, здесь только тест-драйв может показать, насколько удачно или неудачно это решение. Но сейчас оно уже не выглядит какой-то фантастикой. Оно встречается, собственно, практически все производители, крупные производители уже представили, выпускают и продают свои модели с возможностью заказа вот обычных таких экранов, планшетов вместо аналоговых зеркал заднего вида. Но здесь по кнопочкам, по всему остальному рассказывать, я думаю, смысла нет. Все понятно. Открывание дверей, подсветка в салоне, подсветка водителя, аварийка, возможность опускать автобус управления пневмоподвеской. Ну, в общем, абсолютный минимум, необходимый минимум для того, чтобы управлять этой машиной. Ну и, конечно же, Турция страна жаркая, и плюс здесь, естественно, есть климат-контроль, который автоматически поддерживает температуру в салоне, попеременно включая, если это нужно, и конвекторы, то есть электрический отопитель, либо систему кондиционирования, которая также приводится при помощи электричества в движении, хотел сказать. Конечно же, работает от электричества, то есть компрессор вращает электродвигатель. Друзья, ну и, конечно, в конце видео нельзя не упомянуть еще раз дизайн этого автобусика. Казалось бы, ничего сверхъестественного, никаких невероятных новых дизайнерских художественных решений, но тем не менее автобусик выглядит очень и очень интересно и футуристично. Но, что интересно, конечно же, вы ждали, чтобы я вам рассказал о технических подробностях этого электробуса, но, к сожалению, этого сделать мне не удалось. Только я нагнулся, чтобы снизу поснимать то, как выглядит подвеска, то, как реализована вот эта вся электрическая часть этой машины. Ко мне подбежал представитель компании Autocar и чуть ли не выталкивая начал на меня наезжать очень грубо. Типа, какого ты здесь что-то снимаешь, это тайна, это коммерческая тайна, это, значит, наши какие-то разработки. И, собственно, чувак, давай-ка вали отсюда. Вот, фонарики, говорит, снимай, а все остальное ни-ни. Ну ладно, друзья, ничего страшного. Тем не менее, об этой машине в целом я что-то вам, надеюсь, нового поведал. Что-то интересное вы из этого ролика узнали. На этом традиционно дизлайк, отписка. А пока всем пока.